Англия. Сколько-то времени. 1982 год. Черт! Ирландцы продолжают взрывать Лондон. Ущерб зданиям на миллиарды фунтов стерлингов. Да еще и военный бюджет пришлось сократить. Миссис Премьер-министр, Аргентина захватила наш кусок скалы в 8000 милях от Великобритании. Ты сказал, наш кусок скалы? Да, но он в 8000. Собирай флот, Терри. Мы плывем на войну. Мир всем! Вы на канале Эхо Войны, и я ее голос Ник Рай. И сегодня в рубрике «История вкратце» мы поговорим о Фолклендской войне 1982 года. Начинаем! История стара как мир. Давным-давно, в 1592 году, Джон Дэвис нанес этот остров на карту и уплыл. В 1690 году на Фолкленды прибыл Джон Стронг и высадился на берег, назвав остров в честь казначея военно-морского флота Виконта Энтони Фолкленда, а затем отправился дальше. В 1764 году французский мореплаватель Луи Антуан де Бугенвиль основал здесь поселение Порт Сен-Луи на острове Восточный Фолкленд и дал название архипелагу Мальвинские острова в честь родного города Сен-Мало. В 1765 году на другую часть архипелага высадился капитан английского фрегата «Дельфин» Джон Байрон и объявил территорию владениями Великобритании, не догадываясь, что здесь уже есть французы. И вот так началась история, где в кучу смешались кони, люди, французы, британцы и... испанцы! Кстати, о них. В 1766 году испанцы выкупают колонию у французов, а британцы основывают на своей части поселение Порт Эгмонт. В 1770 году испанцы изгоняют британцев с земель, но те возвращаются в 1771 и уходят лишь в 1774, накануне войны за независимость США в 1775-1783 годах. Напоследок, британцы оставили флаг и мемориальную доску, что это их точка и они ее доят. То же самое сделали и испанцы в 1811 году из-за Пиренейских войн 1808-1814 годов. После Пиренейских войн колониальная мощь Испании существенно снижалась, так как страна потеряла большое количество своих владений, на месте которых были образованы суверенные государства. В 1820 году Фолклендские острова отошли к новообразованному южноамериканскому государству, Соединенным провинциям Рио-де-ла-Плата, включала Аргентину, Бразилию, Уругвай, Боливию и Бразилию. А после его распада в 1830 году непосредственно к Аргентине, которая придерживалась противоположного британскому взгляду на первооткрытие архипелага и стала официально именовать их Мальвинскими. Многочисленные заявления Соединенных провинций Рио-де-ла-Плата о своем суверенитете над архипелагом побудили британцев вновь установить военное присутствие на островах, изгнав к 1833 году аргентинский гарнизон. Во второй половине 19 века власти Аргентины пытались дипломатическим путем вернуть Мальвинские острова, но безуспешно. Причиной тому был социально-экономический кризис после гражданской войны между федералистами и унитариями, а также сильная зависимость от внешних займов, которые пришлось брать у западных держав, в том числе и у Великобритании. Спор о Фолклендах был заморожен, и даже подтверждение статуса этого архипелага как английского владения в 1892 году не помог разрешить конфликт. Пока Великобритания была на вершине пищевой цепочки и сама решала вопросы на дальних участках земли, у Аргентины не было и шанса вернуть этот остров. Поэтому внутри Аргентины печатались различные учебники и географические карты, где Мальвинские острова – это часть Аргентины. После Второй мировой начались многочисленные освобождения колоний, в том числе и британских. В 1960-х годах Генеральная ассамблея ООН приняла декларацию о предоставлении независимости колониальным странам и народам. В 1961 году спецкомитет по деколонизации при ООН стал заслушивать жителей бывших колоний на ежегодных сессиях. Этим шансом воспользовалась Аргентина, чтобы вернуть Мальвинские острова себе. В итоге, в 1965 году ООН поставила вопрос ребром. На Фолклендах колониализма не будет, а Аргентина и Великобритания должны договориться, учитывая мнение местных жителей. В 1967 страны начали переговоры, а в 1968 на Фолкленды даже прибыл британский министр по вопросам разоружения лорд Чалфонд, чтобы убедить жителей в выгодности аргентинского гражданства. Правда, жители это встретили в штыки, и был учрежден Чрезвычайный комитет Фолклендских островов
островов, который защищал право островитян остаться в британском подданстве. Хоть тайный двухсторонний договор о передаче Фолклендских островов Аргентине был сорван, обе страны продолжали экономическое сотрудничество на архипелаге. И в принципе, все шло нормально. Но тут случился 1973. К власти пришел Хуан Доминго Перон и заявил в этом же году в ООН, что Фолкленды не Фолкленды, а Мальвинские острова, поэтому верните. Британия после такого отказалась продолжать переговоры. Время шло, правительство менялось на военные хунты, президенты менялись на генералов. Разногласия между странами усиливались, и их экономика, особенно после энергетического кризиса 1973 года, стремительно падала. И вот чудо, на Фолклендах обнаружили драгоценную нефть. Значит, архипелаг уже не такой бесполезный. Чтобы понять выгоды от региона, в район направили премьер-министра Джеймса Каллогена вместе с комиссией. По итогу, их корабль обстрелял аргентинский эсминец. Буэнос-Айрес построил военную базу на острове Южный Туле. И всем было ясно, что дипломатия заходит в тупик. В 1982 году хунта Леопольда Гальтьери В 1982 году хунта Леопольда Гальтьери находилась в глубоком экономическом кризисе. Не добавляло спокойствия и волнения среди граждан, недовольных репрессиями. И как водится в таких ситуациях, чтобы показать силу правительства и набрать политических очков, нужно устроить маленькую победоносную войну. Мальвинские острова были идеальны для этого. Во-первых, Британия и Фолкленды разделяют 8000 миль. Во-вторых, из-за отсутствия колоний и надобности их охранять, британцы значительно сократили военные расходы и флот. Ну и, возможно, в-третьих, к 1982 году Великобританию уже 20 лет как бомбила Ирландская республиканская армия, которая своими постоянными налетами выматывала армию и мирных жителей Англии. Поэтому, вероятно, аргентинцы посчитали, что британцам будет не до какого-то клочка земли со скалами в куче миль от родного Альбиона. С такими мыслями Леопольд Гальтьери с криком «Крым наш», то есть с криком «Мальвинские острова наши», высадился сначала на необитаемом острове Южная Георгия, а затем и на сами Фолкленды. Находившийся там британский гарнизон пытался отбиться от вторжения, но шансов у него не оставалось. После этого в Южную Атлантику немедленно было отправлено крупное британское военно-морское соединение с целью возврата островов. Досмотрел до этого момента? Тогда поставь лайк и подпишись. Впереди будет еще больше увлекательных сюжетов. 3 апреля Совет Безопасности ООН принял резолюцию 502, в которой потребовал вывести аргентинские силы с островов. Резолюция получила 10 голосов «за» и 1 голос «против». Панама. 4 страны воздержались, включая СССР и Китай, постоянных членов Совбеза, обладающих правом вето. 7 апреля 1982 года министр обороны Великобритании объявил об установлении с 12 апреля 1982 года блокады Фолклендских островов и установлении вокруг островов 200-мильной зоны, при нахождении в пределах которой корабли ВМС и торгового флота Аргентины будут потоплены. В ответ правительство Аргентины ввело запрет на осуществление платежей английским банкам. США в данном конфликте заняли нейтральную сторону. После введения британцами блокады островов подводными лодками возникли значительные трудности со снабжением гарнизона. Единственная бетонированная взлетно-посадочная полоса на Фолклендах была слишком короткой для реактивных боевых самолетов. Поэтому основная часть аргентинской авиации на протяжении войны была вынуждена действовать с континентальных авиабаз. Британцы также столкнулись со значительными трудностями в ходе кампании. Важную роль при ее проведении сыграла американская военная база на острове Вознесения в центральной части Атлантического океана, предоставленная британской авиации для базирования. Основные боевые действия в районе Фолклендов начались 1 мая 1982 года, когда британская стратегическая и корабельная авиация подвергла бомбардировке аргентинские позиции в районе Порт Стенли. А аргентинская авиация впервые попыталась атаковать флот противника. 2 мая британская атомная подводная лодка потопила аргентинский крейсер «Генерал Бельграно», в результате чего погибло 323 человека. Это примерно половина всех погибших со стороны Аргентины в войне. Это была самая большая потеря Аргентины за всю войну. После этого аргентинский военно-морской флот получил приказ вернуться в свои базы и до окончания боевых действий более никак не проявил себя. Как вы считаете, правильно ли поступило правительство Аргентины, уведя флот на материк? Пишите свое мнение в комментариях. Главная надежда аргентинцев была возложена на штурмовики Супер Этандар с новейшими противокорабельными ракетами Экзосет французского производства.
4 мая такой ракетой был тяжело поврежден новейший эсминец «Шеффилд». Впоследствии он затонул, что стало серьезным потрясением для британской общественности. После 4 мая в боевых действиях наступил двухнедельный перерыв, хотя имели место отдельные стычки на море и в воздухе. Ночью 15 мая подразделение британского спецназа САС атаковал аргентинский аэродром на острове Пебл и уничтожило 11 самолетов. В этот же период англичане были вынуждены искать морские мины на путях предстоящего следования десантной группы с помощью посылки наименее ценного фрегата «Алакрити», который рисковал быть взорванным. Однако мин обнаружено не было. Сдвиг сроков высадки был чреват высокими рисками из-за ухудшения погоды в зимний период. Выполняя это задание, Алакрити наткнулся на аргентинский транспорт «Исля де лос Эстадос», перевозивший топливо для аргентинских сил, и потопил его. Одновременно продолжались переговоры о возможном урегулировании конфликта при посредничестве ООН. В ответ на экономические санкции со стороны нескольких западноевропейских государств правительство Аргентины приняло декрет о запрете с 01.07.82 на полеты в страну авиакомпаний тех стран, правительства которых приняли антиаргентинские экономические санкции. Западно-германский Люфтганзе, французской Air France, голландской КЛМ, скандинавской САС, а также английской авиакомпании British Caledonian. К началу 20-х чисел мая 3-я бригада специального назначения Королевской морской пехоты, 3-я бригада СПНКМП Великобритании уже готовилась к высадке на Фолклендах, а в пути к островам находилась 5-я воздушно-десантная бригада. Британское командование выбрало местом высадки залив Сан-Карлос, находившийся на другом конце острова, где аргентинцы ожидали десант меньше всего. 3-я бригада СПНКМП начала высадку ночью 21 мая, встретив сопротивление лишь со стороны небольшого аргентинского отряда. Однако с рассветом над Фолклендским проливом появились аргентинские самолеты. ВВС Аргентины предприняли попытку организовать массированный налет на британские корабли в бухте. В результате был потоплен фрегат «Ардент», а ряд кораблей получили повреждения. В этот день аргентинцы потеряли 14 самолетов, а десант не понес значительного урона, так как бомбардировщики уничтожали корабли прикрытия, а не транспортные. В последующие дни налеты продолжались. Аргентинцы продолжали терять самолеты, но потопили эсминец «Ковентри» и фрегат «Антилоуп», а также добились попаданий в десантные суда. Однако бомбы не разорвались. Адмирал Джон Вудвард впоследствии написал в своих воспоминаниях, что после этих потерь он мысленно допустил возможность поражения. Однако к тому моменту у Аргентины не осталось достаточного количества исправных самолетов для продолжения массированных налетов. Свою роль также сыграли частые сбои при дозаправке в воздухе, что уменьшало количество аргентинских самолетов, ведущих одновременную атаку. Тем временем 3-я бригада специального назначения надежно закрепилась на плацдарме и была готова к дальнейшим действиям. 28 мая 2-й батальон парашютного полка, подойдя к населенным пунктам Дарвин и Гус-Грин, атаковал расположенный там аргентинский гарнизон. После ожесточенного боя гарнизон капитулировал. Тем временем другие подразделения 3-й бригады специального назначения совершали пеший переход через весь Восточный Фолкленд к Порт Стэнли. Некоторые подразделения 5-й воздушно-десантной бригады высаживались с десантных кораблей в районе Порт Стэнли. При этом 8 июня 2 разгружавшихся в бухте Буав десантных корабля были замечены аргентинцами в дневное время и вне прикрытия ПВО флота. В результате авианалета погибло около 50 военнослужащих, а десантный корабль «Сэр Галахед» впоследствии пришлось затопить из-за полученных им повреждений. Тем не менее, к концу первой декады июня 2 британские бригады блокировали аргентинцев в районе Порт Стэнли и были готовы штурмовать оборону. Кстати, о штурмах. Если вы хотите прочесть историю о людях на современной войне, то моя книга «Вырваться с войны. Сломанные судьбы» – ваш выбор. Герои всячески пытаются вырваться из города, который был оставлен вместе с жителями на съедение мародерам и боевикам, пока войска двух сторон держат осаду. Узнайте, удастся ли героям выжить и вырваться с войны по ссылке в описании. В ночь на 12 июня 3-я бригада СПНКМП пошла в атаку на занятые аргентинцами высоты Маунт Гарриет, Two Sisters и Маунт Лонгдон. К утру все высоты были заняты, хотя не во всех случаях это оказалось легко. В ночь на 14 июня наступил черед 5-й воздушной десантной бригады. Ее целями были высоты Маунт Тамблдаун, Уайрлес Ридж и Маунт Уильям.
Несмотря на недостаточную подготовку, уэльские и шотландские стрелки выполнили свои задачи, а батальону гуркхов даже не пришлось вступить в бой. Поскольку порт Стэнли был осажден без какой-либо надежды на деблокирование, а позиции войск обстреливались британской корабельной артиллерией, командованию аргентинского контингента на Фолклендах не оставалось ничего, кроме капитуляции, что и произошло 14 июня. Великобритания вернула себе Фолклендские острова. Официально война была завершена 20 июня, когда британские силы высадились на южных Сандвичевых островах. В плен попали 11 тысяч аргентинских военнослужащих, около 600 из которых оставались в порт Стэнли более месяца после завершения боевых действий в качестве средства воздействия на правительство Аргентины с целью обеспечить более приемлемые для Великобритании условия урегулирования конфликта. На фоне спада мирового влияния Великобритании в послевоенный период многие наблюдатели пессимистически оценивали шансы последней на победу. В частности, работавший в 1982 году в лондонской резидентуре КГБ СССР Олег Гордеевский позднее утверждал, что КГБ СССР был уверен в неизбежности поражения Англии. Победа в войне была воспринята как новое свидетельство мощи Британии, как военно-морской державы. Победа способствовала росту патриотизма Великобритании и усилению позиций правительства Маргарет Тэтчер. 12 октября 1982 года в ознаменование победы в Лондоне прошел парад Победы. Конфликт произвел мощный эффект в обоих государствах. Ему были посвящены разнообразные книги, статьи, фильмы и песни. В Аргентине заметно усилились патриотические настроения, но впоследствии в стране начались крупные протесты против правящего военного правительства, что ускорило его падение. Благодаря успешному участию в войне, поддержка правительства консерваторов в Великобритании увеличилась, и в следующем году оно было переизбрано. Культурное и политическое влияние войны в Великобритании было меньшим, нежели в Аргентине, где конфликт остается широко обсуждаемой темой. Погибшие с аргентинской стороны похоронены на аргентинском военном кладбище на Восточном Фолкленде. Для Аргентины поражение стало болезненным ударом по национальной гордости. Оно явилось непосредственной причиной падения аргентинской военной хунты. Уже 17 июня 1982 года Леопольдо Гальтьери под влиянием массовых демонстраций в Буэнос-Айресе ушел в отставку. Необходимость войны и ее историческое значение до сих пор служат предметом ожесточенных споров в Аргентине, но руководство страны по-прежнему не отказывается от претензий на острова. Также на островах остаются многочисленные минные поля, которые до сих пор не могут обезвредить. Советую посмотреть видео про Таджикскую войну или штурм Моравии. Как всегда, хочу пожелать вам под конец только одного. Мир вам всем, и пусть войны остаются чернилами на бумаге.